Всем добрый день, и мы в Выборге, в крепости топаем. Пока топаем, расскажу, что мы здесь были с семьей 4 года назад, в 2020 году, и людей было в разы меньше. Разрекламировали мероприятие, это круто, но немножко далее вы увидите ресталище, и как много людей было вокруг, и как плохо было некоторым людям видно. Здесь добавили, как я вижу, больше магазинчиков, добавили кафешек, где можно было покушать. В 2020 году я такого не помню. Не было места, где покушать. Были только какие-то развлекаловки для детей и само ресталище. Стоп-бой! Что там было, это непонятно. Итак, необходимое количество попаданий было нанесено по мессиру Дени, правильно понял? Что ж, в этом поединке побеждает мессир Бернар. А поскольку благородный рыцарь Дени принес обет биться 2 поединка, вам, мессир Бернар, я предоставлю возможность биться еще. Сейчас вы ресталище покидаете. А следующий бой троек должен был состояться у мессира Дени с мессиром Артуром. Поскольку временно наложить целебную болотную тину его копейщик из боя выбыл, судьями было вынесено решение. Так бейтесь же 1 на 1 без помощи копейщиков. Тем более, что мессир Дени принес обет и второй бой биться также без отдыха. Вот это хорошо. 3 боя. Благородству храбрых! 3 боя, 3 хита у мессира, у Гера Артура, 4 хита у мессира Дени. 3 поединка вы проведете. Первый поединок, бой. Стоп-бой! Стоп-бой! Вон синенький этот. 4 попадания насчитали судьи. Первый поединок остался за Гером Артуром. Второй поединок. Я хочу, чтобы красную победил. Стоп-бой! Господа, это сильно нежно и это не бой. Разошлись. И второй бой. О, они здесь зачитали. Продолжайте. Щитом бы ему ударил по голове. Стоп-бой! Стоп-бой. В конце так по колотушке ударил. Итак, Итак, мы решили, что эти господа слишком много бьют друг друга по ногам, поэтому маршалы накладывают на вас веригу. Да, за кем остался второй сход? я увидел, что была поднята рука со стороны мессира Дени, но в этот момент я насчитал 3 попадания по Геру Артура. Я лично со своей стороны присудил бы ничью в этом поединке. Хорошо, хорошо. Господа, ваша верига. В этом бою, в 3-м сходе, вы должны поражать друг друга только в шлем. У каждого, так как это шлем и без ног, по 3 попадания. Только в шлем. Начали. Один, два. Ой, он не попадает, 3-3. Все. Стоп-бой! Все, тот выиграл 3 раза, да. Первым на секунду раньше попадание 3 в шлем было нанесено по мессиру Дени. Поддержите его, несмотря на то, что этот поединок он проиграл. 3 боя подряд! 3 соперника подряд! Мессир Дени, эти аплодисменты для вас. Мессир Артур, а эти для вас. Дайте сюда. Дамы! Все прекрасно там. Жалует мессиру Дени Лен.
Вот здесь как раз-таки новые приколы. Это, как я поняла, гончарка, кузнечное дело, когда это еще было в какие-то далекие средневековые времена. То есть вот брали вот такую раздувку и как раз-таки нагоняли температуру для того, чтобы накалить железо и чтобы из него можно было что-то выковать. Вот, было интересно наблюдать. Это, конечно, по большей части развлечения для детей. Сейчас, как я поняла, они делают ложку. Вот как раз-таки они будут отбивать ложку. Чуть сильнее. Ногами его там. На. Так, берем оружие. Стопой! Маршал все-таки устал от этой массакры. Так, маршалы ко мне. Бойцы остаются на ресталище. На ресталище, в центре ресталища. Итак, в этом бою 15 результативных ударов нанес пехотинец Сергио. 7 результативных ударов нанес рыцарь. Таким образом, рыцарь побеждает, нанесший 7 результативных попаданий против 15. 7-15, победа рыцаря. Поножовщина! Сейчас уже... Стопой! Итак, первый бой. Кинжал перехватил и затыкал мессир рыцарь. Второй бой. Стоп-бой. Ну, как бы. 1-1. И последний бой. Да, простой воин тоже умеет, сержант умеет обращаться с кинжалом. Третий бой. Готовы? Начали. Стоп-бой. Стопой! Я считаю, если воины, одетые в кольчугу, зарезали друг друга, то это либо общая победа, либо общее поражение. Поэтому счет 2-2, силы равны. Так, трактир. Обратите внимание на девушку, и она несет хлебушек, в котором какое-то блюдо. Очень хотела это блюдо попробовать, но потом, когда я все-таки разродилась, что хочу покушать, пришла в этот трактир, а мне сказали: девушка, извините, еда вся закончилась. То есть людей было очень-очень много. Вот. Я за них рада, за себя я была опечалена, потому что во втором месте, во втором ресторане в таверне тоже я не смогла туда попасть, потому что там были 2-часовые очереди чисто на ожидание на столик. Вот такие приколы. Так, идем дальше и смотрим, как там сделали довольно аутентично. Итак, что у нас здесь? Ходим внутрь, и там как раз таки будет стоять девушка, полностью одетая, как в те самые средневековые времена. Ну, современники тоже есть.
стоимость билета также входило посещение 3 музеев. Это Дом наместника, это как раз где мы в маленькой каморочке забирались. А сейчас у вас кадры из музея подводной археологии. То есть это как раз-таки, если вы заметите, поднятые со дна различные деревянные части кораблей. Вот это, например, подпушку, как я поняла. То есть это очень все было интересно. Это все сделано из дерева. Ну и 3-й музей – это как раз-таки сам замок. Но там я ничего не стала снимать, так как там больше про историю, про там, средневековье, что было тоже, так сказать, откопано. Это Первая, Вторая мировая война и вообще ландшафт, география и млекопитающие, животные, флора, фауна. Там на каждом этаже просто своя тематическая выставка. Его я не стала снимать. А здесь как раз-таки тоже временная выставка «Северный ветер». И, как я поняла, это черепа, на которых вырезались разные орнаменты. Вот если честно, из всех музеев, из всех выставок, вот это мне больше всего понравилось. Мне очень стало интересно. Это какая-то определенная атмосфера, аутентичность. Это какие-то очень красивые декорированные вещи. Честно говоря, я увлекаюсь такими штуками, и если была бы возможность, возможно, в каком-то своем загородном красивом большом доме, я куда-нибудь в какой-нибудь кабинет повесила бы вот такой черепок. Вот, так что не судите, но мне это очень понравилось, это очень красиво. Ну а сейчас мы уже вышли с территории замка и топаем в сам город Выборг. Что хочу сказать, я не знаю, то ли сыграла погода, то ли это так раскрутился данный рыцарский фестиваль, но людей было очень много в городе. Вот. Здесь мы прекрасную архитектуру видим, и видим, как много людей. Мы прошли вот по этой пешеходной улочке, и мы заходили во многие кафешки, и они были переполнены. То есть нам пришлось очень далеко отойти, чтобы найти кафешку, где могли мы перекусить. Вот, но сама атмосфера такого средневековья, всякие крендельки, вот красивые балкончики, старая архитектура, девушка, которая играла на пианино, это все такая атмосфера, как будто бы я на денек вырвалась куда-то в другое время, в другую страну. Маленький гномик перед кафешечкой. А вот здесь вот очень интересный в старом стиле кафе, ресторан, столовая, не знаю. Вот здесь мы купили кренделек на, кажется, на какой-то муке, на ржаной муке. Необычно сладкий крендель с ржаной мукой. Вот смотрите, здесь горшочек с
наверху тесто, и там внутри какая-то жульен или что-то подобное. Хотелось бы попробовать в следующий раз. Просто видите, очень много людей. Только буквально освобождаются пару столиков. Когда мы заходили, было полностью все заполнено. А вот там внутри проводятся мастер-классы для детишек, как готовить какие-то блюда, крендельки, калиточки. То есть очень аутентично, прям очень нравится. И смотрите, они сохранили здесь с правой стороны печку еще с тех самых времен. То есть я очень всегда радуюсь, когда такое сохраняют. Вот они прям тут молодцы. Сейчас мы выйдем, и я с внешней стороны покажу. Вот как выглядит. И вот тяжело вооруженные остались один на один. Да, и те кинжалы, которые вы видите в руках этих воинов, являлись не только боевым оружием. Такое мог носить любой уважающий себя мужчина. Это вообще деталь костюма. Как вам такая деталь костюма, уважаемая публика? Никто не хочет получить вот это вот жало себе в корпус, поэтому бойцы очень аккуратны. Стоп, бой! По шлему не считаем, корпус. Ниже бьем. Не зажимаем оружие. Главное завалить, а там запинаем. А мы это не останавливаем, потому что нам весело. Так, берем оружие. Стоп! Всем счастья и пухлых кроликов!